Для ленты для волос я добавил простую петлю и попытался добавить немного больше деталей, закручивая петлю по спирали. После этого я скосил спиральную петлю и уменьшил новую центральную петлю старой буквы S. Позже я упростил ленту для волос еще больше, поскольку это была, безусловно, одна из самых детализированных мер в этой области. Общий уровень детализации должен быть относительно постоянным. Прежде чем приступить к обуви, я быстро переделал носки, которые у меня уже были. Единственная часть геометрии, которая мне нужна от них, это та, которая видна. Я, по сути, просто продублировал части стопы и подогнал ее к той же границе. Край старых носков. Не переделывай их вокруг всей стопы, если только это не будет показано в какой-то момент. Что касается обуви, я решил практически полностью переделать ее, не обертывая в термоусадочную пленку по старому образцу. Это потому, что я хотел, чтобы обувь была еще чище с лучшей кривизной, чем грубая скульптура. Так что скульптура просто стала своего рода руководством для общего дизайна. Я начал с куба и добавил петли, чтобы лучше определить общую форму. Некоторые петли по краям я хотел остаться острыми, поэтому я пометил их как складку по краям с помощью Shift, чтобы они не были гладкими с помощью модификатора Subsurface. Как только у меня появилась общая форма, я применил модификатор Subdivide, чтобы получить от нее больше разрешения. Я продолжал совершенствовать топологию на базовом уровне и разделял и дублировал секции, чтобы создать другие части обуви. Я часто заканчивал тем, что использовал инструмент-нож для вырезания других круговых петель вокруг определенных границ, но я обнаружил, что инструмент смещения контура или с помощью быстрого переключения управления. Наш метод на самом деле намного лучше для этого.
Маленькие металлические хальцы, по-видимому называемые втулками или островками, были основаны на сфере, большая часть геометрии которой была просто удалена. Я приступил к их дублированию на Алтае, чтобы сохранить объектные данные, связанные между ними таким образом. При настройке модели на одном из них она будет изменена для всех них. Шнурки были смоделированы с помощью модификатора кожи, но вы также можете использовать для этого кривую со скошенным профилем. Главная причина, по которой я использовал модификатор кожи, заключается в том, что его обычно довольно быстро настраивают, и шнурки никогда не будут видны вблизи. И они не должны быть детализированы. Добавь больше вершин к краям с помощью Ctrl-Aur или разделив сферу выделения на одну из них и нажав V для скоса вершин. Я добавил еще несколько петель на башмак, сетку под островками. Чтобы иметь возможность добавлять больше вен, основываясь на том, что шнурки заправляются под одну петлю в центре каждого островка и по одной между каждым островком. Я поднялся по проходу. Это немного больше, чтобы сделать пропорции обуви немного более мультяшными. В конце концов, я добавил модификатор зеркала, основанный на пустоте в происхождении мира. Я добавил в самом начале в качестве напоминания. Продолжай сравнивать объекты с рентгеновским затенением. Чтобы посмотреть, действительно ли обувь хорошо сидит на ногах. Чтобы добавить профиль к нижней части обуви, я создал плоскость, добавил пару десятков петель, затем выбрал каждую вторую и переместил их вниз. Тогда я отрезал форму ботинка с помощью ножа. Выдави граничный край вверх, чтобы добавить немного толщины, следующий через основную сетку для обуви внутрь, чтобы получилась небольшая вставка для размещения профиля. Добавь модификатор скоса, чтобы сохранить складки при разделении. Вы можете установить скос на основе определенного угла, чтобы не скошивать каждый край. Затем я отрегулировал петли основной сетки, чтобы они примерно соответствовали профилю, чтобы все по-прежнему совпадало с точки зрения топологии.
Затем также несколько добавленных и скошенных петель, чтобы обозначить некоторые складки, основываясь на моей ссылке на профиль обуви, которую я собирался использовать. Были плоские части. Так что, основываясь на этом, я перенес каждую вторую петлю над обратно вверх. Используй привязку вершин, чтобы привязать их по оси Z к другим. Я тоже забыл позировать в какой-то одежде на штанах, так что я добавил их тоже очень быстро. Я также продолжал добавлять больше морщин под коленом, так как эти области оставались слишком плоскими и обтягивающими кожу. Но эти морщины должны были быть довольно незаметными. После этого был еще один период проверки на наличие других ошибок и возможных оптимизаций.
Добавление дополнительных экструдированных деталей на обуви также приятно, чтобы сделать их не слишком простыми. Мне также все еще нужно было добавить заднюю сторону к некоторым участкам обуви, так как в противном случае вы могли бы просто посмотреть на отверстие в сетке. Просто выбрать ту сторону, которая у вас есть, продублировать, уменьшить ее по нормалям, а затем объединить или перекрыть разрыв. А потом пересчитай нормали.